Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков на канале уже очень много, чтобы вы не запутались. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и находятся на главной странице канала. Также передаю привет большой-большой своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши отзывы. Очень приятно читать. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками. Мы с такой палитрой уже работали. На канале есть узорчики с такими ниточками. И с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Самое главное правильно подобрать крючок. Все узорчики универсальные. Вяжите из летней, из демисезонной, из зимней пряжи. Итак, я сегодня остановлюсь вот на таких ниточках. Новички, кто еще с такими ниточками не работал, смотрите. Alize Angora Gold называются. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Дальше смотрим. Пока не забыла, сразу же назову цвет. Смотрите, цвет 312. Он передается на камеру, как он есть на самом деле. Смотрите, по составу, что это за ниточки? 80% акрил, 20% это шерсть. Нам советуют брать производители крючок от 2 до 4. Так? Смотрите, я беру 3, потому что я данную пряжу уже вязала 3, меня, в принципе, результат устраивает. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию, да, рекомендации производителя по поводу крючка, который они вам советуют. Ну, естественно, подбирайте под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Ну, давайте наберем 3 раппорта, чтобы показать всю прелесть узорчика, да. Я буду набирать 36 воздушных петелек и одну воздушную петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого у меня получается 37 воздушных петелек. Ну, а вы, в свою очередь, набираете, сколько вам будет удобно. Итак, для начала петелька фиксации, все как всегда. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот, мой будущий образец. Далее делаем вспомогательный ряд. Да? Как у многих узорчиках, я делаю столбиков с накидом, с полустолбиков с накидом. Вы можете делать столбиками без накида, но новички обязательно сделайте, чтобы не запутаться потом в воздушных петельках. Итак, смотрите, делаю одну воздушную петельку. Теперь отсчитываю от крючка вторую петельку. 1, 2, накид. Во вторую петельку аккуратненько вот так вот ныряю. Вытягиваю ниточку, у меня на крючке 3 петельки. Эти 3 петельки провязываю вместе. Называется полустолбик с накидом. Накид, в следующую по порядку петельки цепочки точно так же ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю 3 петельки вместе. Оп. И так далее. Вот так вот буду шагать тихонечко со своей скоростью. Да? Первый ряд набирается всегда чуть медленнее. Не в зависимости от того, что вы опытный мастер, либо новичок. Опытные мастерицы, напишите в комментариях, права ли я, да? И вот так вот шагаете до конца ряда, провязываете полустолбики. Вы, конечно, можете провязывать и столбики с накидом, и столбики без накида, как вам удобно. Самое главное, что в столбиках мы не запутаемся, да, особенно новички. А в воздушных петельках-то точно запутаемся. Итак, сами себя контролируйте. Количество по итогу должно быть столбиков, полустолбиков столько же, сколько вы набрали петелек в цепочке. В моем случае я набрала 37 воздушных петелек, значит, у меня должно получиться 37 полустолбиков. Не сложно? Не сложно. И вот так шагаете до конца ряда. Угу. А в конце ряда встретимся. Не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мои полустолбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Теперь по узорчику необходимо будет сделать 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы сделали всего в сумме 9 воздушных петелек. Далее смотрите. Вот наш первый столбик.
Так, вот он первый столбик, мы от него начинаем воздушные петельки. Теперь отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5 столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. 2 петельки вместе. Воздушная петелька. И здесь получается столбик пропускаем. И в следующий столбик провязываем столбик без накида. То есть вот такая вот маленькая у нас арочка получилась. Опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь смотрите. 2 накида. Опять отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 столбик нырнули. Вытянули ниточку. Провязываем 2 петельки. 2 петельки. Стоп. 2 петельки держим на крючке. 2 накида снова. Сюда же в этот же столбик нырнули, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, стоп. У нас на крючке 3 петельки. И вот теперь 3 петельки вместе провязали. У нас получилось 2 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 нырнули. И провязали столбик без накида. Видите, какая картина получается? Вот, те самые 2 столбика, получается, вот наши с 2 накидами. Мы, получается, сделали 4 воздушные петельки подъемом в самом начале. Поняли, да? Потом у нас 5 воздушных петелек, столбик без накида. Вот, вот у нас столбик без накида. Теперь будет воздушная петелька и опять столбик без накида. Воздушная петелька, 1 столбик пропускаем и дальше опять столбик без накида. Поняли, да? То есть дальше будет все повторение. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 провязываем 2 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. Поняли, да? 2 накида. Сюда же нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Теперь 3 петельки вместе. Оп. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 нырнули и провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. 1 столбик пропускаем и в следующий столбик столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот там, где у нас была петелька подъема, мы в эту петельку подъема аккуратненько вот так ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем. Здесь будем провязывать столбик с 2 накидами полностью. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот первоначальная такая вот красота начинает у нас появляться. Ничего совсем сложного. Мы с вами первый ряд вместе провязали. Идем дальше. Итак, для начала делаем 1 воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика ныряем и провязываем столбик без накида. Далее смотрите, 2 воздушные петельки. 1, 2. Делаем вот так вот 2 накида. Вот наша маленькая арочка, помните, делали из воздушной петельки. Ныряем в нее и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть точно такой же высокий столбик. Воздушная петелька, 2 накида. Сюда же опять возвращаемся и провязываем второй столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки, то есть до конца. Воздушная петелька, опять 2 накида, 3 раз сюда же в арочку ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петелька и 4 раз опять делаем точно так же. 2 накида и 4 раз нырнули и провязали столбик с 2 накидами. Вот у нас по итогу вот такой вот получается веерочек. 2 воздушные петельки. 1, 2. Вот смотрите, у нас здесь стоят 2 столбика с общей верхушкой. Мы в эту общую верхушку ныряем аккуратненько и провязываем столбик без накида. Дальше идет повторение. Опять 2 воздушные петельки и проделываем, провязываем большой вот такой вот высокий веерочек вот в эту арочку. Веерочек состоит из 4 столбиков с 2 накидами. Между столбиками по 1 воздушной петельке.
воздушная петелька, 2 накида, сюда же вернулись, провязываем, второй столбик с 2 накидами, воздушная петелька, 2 накида, сюда же вернулись, провязываем третий столбик с 2 накидами, воздушная петелька, 2 накида и сюда же четвертый столбик с 2 накидами. Угу. Вот так вот шагаете, получается, до конца ряда. Опять 2 воздушные петельки и присоединяетесь столбиком без накида. Вот наши 2 столбика предыдущего ряда с общей верхушкой. Вот в эту верхушку провязываете столбик без накида. Угу. Не сложно? Все, давайте до конца ряда провязывайте вот такие высокие веерочки. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, наша вот такая интересная ажурная красота растет. И как мы закончили ряд? Получается 2 воздушные петельки и присоединились к 4 петельке подъема. Помните, мы провязывали 4 петельки подъема и потом 5 воздушных петелек по узору. Так вот, в 4 петельке столбик без накида. Все, идем дальше. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Есть. Далее смотрите, рядышком получается за столбиком мы провязываем вот в эту арочку столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь будьте внимательны. Вот у нас получается наш такой вот высокий веерочек, да? И в этом веерочке, смотрите, у нас получается между столбиками сформировались вот такие вот 3 арочки. Беремся вот центральную арочку, мы будем работать с ней, поняли, да? Итак, 1 накид, 2 накид, нырнули в эту арочку, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. 1 накид, 2 накид, сюда же в эту же арочку провязали 2 петельки, стоп. И теперь 3 петельки провязываем вместе. Оп. Столбик получается. 2 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. Мы точно так же с вами провязывали вот здесь. Поняли, да? 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Повторяем самый первый ряд. Помните, да, у нас здесь были столбик без накида, воздушная петелька, столбик без накида. Вот наш столбик предыдущего ряда, мы около него танцуем. Вначале в арочку столбик без накида, дальше воздушная петелька, пропускаем этот столбик и в следующую арочку еще один столбик без накида. Вот, смотрите внимательно, то есть мы провязываем точно так же, как самый первый ряд, просто у нас он смещен в шахматном порядке. Дальше у нас идет опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида. Вот наш получается вертикальный, высокий, вернее, наш веерочек. Мы смотрим арочки. 1, 2, 3. Вот во вторую центральную провязываем столбик с 2 накидами, но не полностью. Так. 2 петельки оставляем на крючке. 2 накида еще раз. Провязываем еще один столбик с 2 накидами, не полностью. И потом 3 петельки провязываем вместе. Угу. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся, получается. Вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Мы до него провязываем столбик без накида. Воздушная петелька и после него столбик без накида. Поняли, да? И вот так шагаете до конца ряда. То есть это первый ряд. Внимательно посмотрите. Просто он смещен в шахматном порядке. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда его встречаем. Так, смотрите, вот растет наша красота. И видите, мы ряд начали столбик без накида и столбик без накида. Заканчиваем точно так же. Вот в арочку столбик без накида. И далее столбик без накида. Вот провязали в столбик без накида предыдущего ряда. Идем дальше. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Сразу же 2 накида и возвращаемся сюда же, в этот же столбик, с которым мы провязывали воздушные петельки, и провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петелька, опять 2 накида, возвращаемся сюда же и провязываем еще один столбик с 2 накидами. Получается 2 столбика с 2 накидами. Угу. Ну и петельки, получается, подъема. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся на верхушку вот наших 2 столбиков, которые мы провязывали с общей вершиной. За эту вершину беремся и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки, 2 накида.
И переключаемся вот в арочку, в маленькую предыдущего ряда, там, где была одна воздушная петелька. И провязываем высокий веерочек. 4 столбика с 2 накидами и между столбиками по одной воздушной петельке. Воздушная петелька. Опять 2 накида. Сюда же вернулись. Второй столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. 2 накида. Сюда же вернулись. Воздушная петелька и 4 столбик с 2 накидами. Поняли, да? Мы точно так же с вами провязывали второй ряд. Мы повторяем его, только у нас тоже смещен в шахматном порядке. 2 воздушные петельки и переключаемся. Вот там, где у нас верхушка 2 наших столбиков, за верхушку беремся, столбик без накида. Поняли, да? Все, повторяем второй ряд, только в шахматном порядке. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца наш ряд, и мы заканчиваем ряд точно так же, как начинали. У нас здесь 2 столбика с 2 накидами и петельки подъема. Вот, смотрите, 2 столбика с 2 накидами провязали, и потом сразу же без воздушной петельки делаем столбик с 2 накидами, и этим мы наш ряд заканчиваем. Красота, красота, и несложно. Идем дальше. 4 петельки воздушные подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 5 воздушных петелек по узорчику. 1, 2, 3, 4, 5. Итого получается 9 воздушных петелек. Так? И теперь смотрите, мы переключаемся с вами. Вот там, где наш столбик, мы перед столбиком в арочку провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. И пропускаем столбик наш и в арочку следующую провязываем столбик без накида. Есть. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И помните, да, там, где у нас центральная арочка, мы в нее провязываем 2 столбика с 2 накидами с общей вершиной. То есть мы сейчас с вами повторяем точь-в-точь самый-самый первый ряд. И вместе провязали. Оп. Понятно? То есть смотрите внимательно, видите? Самый первый ряд, такие же столбики и большие столбики высокие. То есть сам по себе узорчик представляет собой 2 ряда. Вначале мы провязываем маленькую арочку, потом высокий веерочек. Маленькая арочка, высокий веерочек. Угу. То есть вертикальный раппорт узорчика 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Потом 5 повторяйте. 1, 2, 3, 4. То есть не сложно, совсем не сложно. Для тех, кто умеет работать со схемками, я схемку сюда прикладываю. Она немножко бледная, но вполне все понятно и читабельно. Поэтому смотрите, сами себя контролируйте. Для тех, кто не умеет работать со схемкой, мы с вами уже все элементы провязали. Обязательно загляните, посмотрите в схемку, посмотрите, как нарисованы, как изображаются именно воздушные петельки, как столбики без накида, столбики с 2 накидами, да, с общей верхушкой. Все очень-очень просто, понятно и доступно. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Уже видно, что получится очень шикарно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Красота, а? Смотрите, какие интересные пирамидки, грибочки, как их можно назвать, да? Не забывайте, что узорчик вы можете поворачивать, переворачивать на ваше усмотрение. Но, естественно, любую пряжу выбирайте. Летние, значит, топики, маечки, демисезонная зимняя, шарфики, жилеточки. Ну что ж, дырявчатые под низ для контраста, да? Любой цвет берите для контраста. Что-то оденете, будет очень-очень даже красиво. Смотрите, как нежно и ажурно. Ну, конечно, напрашивается палантин, безусловно, да. Ну и опять же, летние кофточки, летние кардиганчики в пол длинные тоже будут шикарно смотреться. Итак, смотрите, из моей пряжи вот так вот, ну, чуть-чуть что-то там тянется, да, вот так, конечно, побольше тянется. Вяжите, пробуйте из своей пряжи, может тянуться больше, может тянуться меньше. На лето парео такое интересное свяжите, да, легенькое, воздушное, нежное. Идей море. Если кто-либо уже вязал что-то данным узорчиком, вы пишите в комментариях, нам будет интересно. Но даже если не вязали, опять же, пишите комментарии, подавайте идейки, да? Итак, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, у всех разные пряжи, разные плотности, разные крючки. Вот у меня, например, это будет 17, ну, с небольшим хвостиком сантиметров. А тут получается столбики и вот такие вот веерочки, да, 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ну и первый наборный 11. Итак, сколько это у меня получается? Вот, смотрите, 11 сантиметров. То есть сколько рядочков получилось, столько и сантиметров. Шикарно? Я думаю, что шикарно. В копилочку ваших узорчиков будет незаменимая, так скажем, незаменимый узорчик, да? Вот так вот, такая красота. Как вам сегодняшнее видео? Пишите комментарии, я на них буду отвечать. Возможно, кому-то попозже, да, кому-то вовремя. Комментариев очень много. Спасибо вам огромное, конечно. Очень приятно. Подписывайтесь. Кто смотрит видео, не подписываться. Таких очень-очень много. Подписывайтесь. Вам будут приходить уведомления на канал о новинках на канале. Вот такая красота. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.